Ребят, привет! Сегодня у меня обеденный перерыв в моем самом любимом ресторане в Питере. В ресторане Марья Ивановна. И вы кушаете сегодня здесь со мной. Устраивайтесь поудобнее, это персидский, мы начинаем. Максимально серьезно, мой самый любимый ресторан в городе. По ряду причин. Есть прям вот определенный набор причин. Давайте разбираться, каких причин. Во-первых, самая главная причина: здесь очень вкусно. Вот прям, совсем вкусно. Прям здесь все максимально вкусно. Вторая причина – это сервис. Сервис здесь отменный. Вот просто не прикопаешься. Вот максимально приятные люди здесь все работают. Вот послушайте меня, что я вам говорю. Вот как-то так подобрали персонал, что вот прям вот все исключительно приятные. Третья причина – это интерьер. Это что-то unbelievable, как говорили мои иностранцы, которых я приводил сюда на обеды. Иногда ко мне приезжают мои знакомые и друзья, иностранцы, и если вдруг к вам приезжают друзья иностранцы, и вы каким-то образом оказываетесь в Питере, естественно, их нужно везти сюда. Почему? Потому что здесь колоритно. Вот интерьер просто переносит вас вон туда, обратно, в прошлое, вон в ту эпоху. Стол, вот салфеточки, вот абажур, люстра, зеркала, багеты, картины, книги. Все говорит о той прошлой эпохе. Вот как будто я попал в прошлое благодаря машине времени. Серьезно. И даже вкус блюд, наверное, он в какой-то мере специфический, исключительно из-за интерьера. Все очень стилизовано. Начиная от одежды официантов, заканчивая вот стаканчиками. Не знаю, я когда здесь, на меня просто накатывает ностальгия, вот прям вот волнами. Мне это очень нравится. Давайте, сразу мой любимый суп. С почками. Рассольник, да? Да, рассольник и хлебушек. Там со всякими... Или вам хлебную корзиночку? Корзиночку. С маслами. С маслами, да, с солькой. И здесь есть свой собственный самогонщик. Как самогонщик? Здесь готовится своя фирменная местная настоечка, причем разных вкусов. И, ребята, это такая настойка, я вам скажу сейчас. Я, кстати, себе заказал одну рюмочку. Она очень хитрая, потому что вот заказываешь там 5 разных вкусов, и ты пьешь и думаешь, компот, просто компот. Вот берешь вторую стопочку, тоже компот, третью компот, четвертую компот, пятую компот, а потом вот как-то вот так банк, и ты понимаешь, что это был все не компот. Очень вкусно. Тут вот, знаете, вот я сейчас голодный уже пришел в ресторан, и я вам это все рассказываю, у меня просто повышенное слюноотделение в ожидании. О-ля-ля! Так, спасибо. Со сметанкой. Хлебушек. Спасибо. Так, и сейчас вам ложечку принесу. Спасибо. Вы просто посмотрите на подачу хлеба. Вот просто как здесь подается хлеб. И сам рассольник со сметанкой. Сейчас покажу. В принципе, я думаю, что уже вот этим всем можно наесться. То есть, вернее, я не думаю, я знаю. Я частенько сюда захожу исключительно на рассольник. На сегодня я себе решил устроить пир живота, и помимо рассольника обязательно еще что-то закажу, чтобы вам показать. Вот эта настоечка у меня вишневая. Ребята, сначала сметанка у нас. Сметанка идет в рассольник.
и мы ее помешаем. Порция большая, вот просто огромная тарелка. Я серьезно говорю, ей можно наесться. И смотрите, как мы орудуем с хлебушком. Берем хлебушек, ножик, чуть-чуть масла, редисочка, в соль ее макнули, лучок. Я когда сюда прихожу, у меня постоянно какие-то гастрономические оргазмы. Но вот это я белый хлебушек намазал сливочным маслом, но здесь есть еще и другое масло. Берем черный хлебушек, отламываем кусочек, вот в эту штучку, какой-то чесночный, медовый, я не знаю. Ребята, рассольник реально очень вкусный, со сметанкой самое то. Сейчас за окном 26 градусов, но я все равно пью настоечку. Для аппетита. Кстати, сейчас еще и обеденный перерыв. Не мог отказать себе. Я думаю, что может вареники. Вареники с вишней или с картофелем? Но с вишней они идут уже, наверное, как десерт, Как или десерт, нет? да. Ну, давайте У меня тогда тут- с вишней. Давайте тогда с вишней. Да, это уже будет как десерт, потому что я уже объелся Я рассольником. понимаю, да, порция такая. Да, очень, да, очень да. Но сочная. я попытаюсь еще доесть его. Хорошо. Как вы, собственно, видели, слышали, я решил и второе, и десерт за один раз. Это у нас будут вареники с вишней. И настоечку еще себе одну взял. Не смог удержаться. Потому что я, если честно, не представляю, как можно здесь есть первое, второе, потом еще десерт. Это нужно уметь, как у Альфа 10 желудков или сколько там у него было. Спасибо. Нет, это невозможно. Да есть это все. Вообще, как говорил профессор Преображенский, холодными закусками и супом оперируют только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающие себя люди оперируют только горячими. Но, вы знаете что? Кто я такой, чтобы следовать советам профессора Преображенского? Поэтому для меня это нормально. После настоечки, рассольничек. Давайте, пока я жду второго или десерта, назовем это два в одном, изучим меню ресторана Марьи Ивановны. Меню, кстати, здесь очень богатое. Я уверен, что для себя вы найдете что-то по вкусу. Очень большой выбор. И я уверен, что вы станете постоянным гостем этого ресторана. Просто my recommendation, как говорит Птушкин. Но есть еще одна причина, по которой этот ресторан мой самый любимый ресторан, и прихожу я сюда с удовольствием. Сейчас я вам эту причину покажу. Эту причину зовут Стас. Вот смотрите.
Здорово, здорово, здорово. Он очень крутой медведь. Я его называю медведем, потому что он очень большой. И он засранец, на самом деле. Его вряд ли получится погладить тогда, когда вы хотите. Его можно погладить только тогда, когда он этого хочет. Но он очень крутой. Он очень крутой, реально. Он реально здесь живет, в этом ресторане. Он здесь хозяин, он здесь босс, он здесь главный. Ему здесь хорошо. А тем временем мне принесли вареники с вишней. Ляпота. Я их еще здесь не пробовал, между прочим. Какие они нежные. Да они тают просто во рту. Ну, знаете, это совсем другое дело. А вот я не знаю, как они со сметаной. Нормально? Давайте попробуем со сметаной. Вообще хорошо. Короче говоря, чтобы вы понимали, вот по 10-бальной шкале это 25 где-то. Кстати, это реально хороший выход совмещать второе блюдо с десертом. Это вроде бы второе блюдо вареники, а вроде бы и десерт, потому что они с вишней. Убиваешь просто одним ударом двух зайцев, одним выстрелом, и вкусно невероятно. А давайте посмотрим, как под вареники с вишней идет вишневая настойка. Ребят, я хочу выпить за вас, за людей, которые интересуются моим творчеством. Вот так вот. Будьте здоровы. Без комментариев. В этом ресторане есть своя потайная комната, о которой мало кто знает. Я о ней знаю, теперь и вы о ней будете знать. Вот как вы думаете, где она находится? Вот смотрите, вот я сейчас вот так вот показываю вам вокруг интерьер. Как вы думаете, где вообще потайная комната? Только никому. Это вообще только между мной и вами. Вот я вам покажу, больше никому не рассказывайте. Да-да, вот этот холодильник, давайте мы его откроем. Только никому. Это очень необычная комната. Я вам сейчас расскажу, что это такое. Изначально это была комната только для своих, и только близкие гости ресторана могли сюда прийти. В тишине пообщаться, поболтать, выпить настоечки, водочки и так далее. Кстати, по поводу водочки. Сейчас здесь находится музей водки. На полном серьезе вам говорю, потому что здесь неимоверно огромное количество водки. Все это настоящая водка, настоящие бутылки, очень разная, которую можно приобрести. Также это место очень колоритно, потому что мы здесь видим очень старый самогонный аппарат, тоже всякие прибамбасы для ликера, варенья, настойка варенья. Ну и конечно же, огромные стеллажи водки. Очень разной, очень необычной,
Давайте я вам сейчас покажу. Вот смотрите, просто пройдемся быстренько. Архангельская какая-то, снежный краб, потом гарант, беленькая, пшеничная. Вот помните вот эту пшеничную? Вот она здесь есть, представляете? Тигров водка, кремлинская, Веда, Мягков, национальная, Бульбаш, сибирская, беленькая, Первак, оленеводка. Ну и вообще, вот вы просто посмотрите на выбор. Ну и, по-моему, как банкетный зал, такой уютненький, небольшой, это просто во. Ну, тут, конечно, вот закрыть бы меня в этой комнате на денек-другой, это катастрофа бы была. Ага. Помните, я вам говорил, что вот пьешь и как компот. Вот реально пьешь и как компот. Короче, я психанул, не сдержался. Это черноплодно-малиновая настойка, а это хреновуха. Ну а что, сегодня у меня праздник. Сегодня я пришел в свой любимый ресторан. Так, ну-ка давайте попробуем. Хреновуха. Крепкий алкогольный напиток, горькая настойка на корне хрена, распространен в России, на Украине и в Белоруссии. Для приготовления хреновухи могут использоваться водка или самогон, реже разбавленный спирт. Помимо хрена, хреновуха может содержать морковь, имбирь, сельдерей, душистый перец, горчицу, гвоздику, чеснок, сахарный колер, даже не знаю, что это такое, или мед. Вот это хреновуха с медом. То есть на водке с хреном и с медом. Тоже все готовится здесь. Да. Друзья, я правда привык с хорошими людьми делиться самым лучшим. Я с удовольствием показал вам мой самый любимый ресторан, который я очень рекомендую. Мне нравится здесь абсолютно все, начиная от еды, напитков, обслуживания, официантов, людей, колорита, интерьера и так далее, и заканчивая котом. Стас, он крутой. Спасибо, что посмотрели. Обязательно будете проходить мимо, заглядывайте в Марья Ивановну. Также обязательно оставляйте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и жду, конечно, вас всех в комментариях. Это Персидский. Всем пока.